Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. В этом выпуске мы хотели бы поговорить о современных сленговых словах, которые мы часто можем увидеть или услышать в интернет-общении. Например, о каких словах ты слышала недавно? Ну, конечно же, это скуф. Слово скуф используют каждый день везде, почти в каждом коротком видео в Инстаграме. Скуф — это мужчина средних лет, который не следит за собой, у него неаккуратный внешний вид, очень часто у него есть пивной животик или даже живот, и он очень пассивный, у него нет каких-то целей в жизни, он любит, просто лежать на диване, например. И, кстати, что интересно, это слово, в отличие от многих других, сленговых слов, пришло не из английского, а просто образовалось от фамилии одного участника интернет-форума, Скуфин, да, по-моему. И теперь таких людей называют скуфами. Да, наше родное слово. Мы гордимся им. О, нет. Да. Да, и мне кажется, что такой образ мужчины часто эксплуатируется в ситкомах. Например, я вспоминаю российский сериал 2000-х годов «Счастливы вместе», где есть такой персонаж Гена Букин, и мне кажется, он просто вот пик скуфа. Такой образ мужчины, которому ничего не интересно, он готов только лежать на диване, пить пиво и говорить о своих прошлых годах. Верно. Но, кстати, «Счастливы вместе» — это изначально не российский сериал. Не знаю, знала ты это или нет, Мгм. да, что существует, по-моему, американский. Поэтому, в принципе, многим знаком этот персонаж. Они могут, чётко понять, кто такой Скуф. А еще можно добавить идеальный пример Гомера Симпсона. Вот он тоже скуф. Верно. Так, отлично. Но перед тем, как мы продолжим эту очень интересную тему, я хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб, и вы можете присоединиться, выбрать время, которое вам подходит. И там вы можете, конечно же, практиковать русский язык. Там вы также можете найти друзей. Самое главное — преодолеть языковой барьер. Поэтому, пожалуйста, посмотрите все детали в описании и присоединяйтесь. Ну, а мы продолжаем. Да. Раз сказали про мужчин, нужно рассказать и про женщин. Сейчас популярное слово, которое можно увидеть в комментариях и в видео, это тарелочница, от слова тарелка. Так называют женщин, которые ходят на свидание только чтобы бесплатно поесть. Хотя, если честно, сейчас мужчины, которые видят меркантильность во всем, они называют так любых женщин, которые не согласились пойти на второе свидание с ними. Да, и также часто мне попадаются видео, в которых мужчина после первого свидания, на котором девушка заказала чай или, я не знаю, салат, то есть какой-то минимум, да, это не лобстер. И мужчина ставит ее перед выбором. Или ты должна оплатить счет, или они платят, точнее, он заплатит за ее ужин, но они поедут к нему. Поэтому неудивительно, что девушки часто уже отказываются от свиданий с мужчинами и все чаще говорят о бостонском браке. И бостонский брак, конечно, это не какой-то популярный сленг, не сленговое выражение, но о нем часто сейчас говорят в интернете именно по той причине, которую я рассказала. И если вам интересно, конечно, вы можете погуглить и узнать об этом немного больше. Ну а к слову о неудачных отношениях и не самых лучших мужчинах, это слово тюбик. Ты о нем слышала?
Меня всегда смешит это слово и всегда смешит объяснять, что это такое. Кстати, если вы сейчас, смотрите, точнее, если вы сейчас слушаете нас в формате подкаста, рекомендуем также посмотреть видео подкаст на "Ютубе", потому что, на экране, я думаю, появится тюбик. Потому что сленг тюбик произошел от слова тюбик пасты. И если образ еще не очень понятен, то тюбик — это мужчина, молодой человек, манипулятор, мужчина, с которым лучше не встречаться. Да, верно. И похожий по типу — это темщик. Темщик — это такой несерьезный молодой человек, и он много говорит о том, что он строит реальную карьеру, зарабатывает большие деньги, но на самом деле у него темы. Это какие-то маленькие подработки, иногда не очень легальные, чтобы заработать денег. И обычно, когда его спрашивают: "Где ты работаешь? Кто ты по профессии?" Он говорит: "Ну, сегодня здесь, завтра там. Ну, там инвестирую, у меня свой бизнес", и Крипта. всякое такое. Да, конечно же. Мгм. Так, М. ну что, перейдем к следующему слову, О да. очень интересному. Да, это Мгм. действительно новое слово «сыночка-корзиночка». Это эквивалент для слова «маменькин сынок». И часто мы используем «сыночка-корзиночка», когда говорим об отношениях сына и матери, матери, которая ухаживает за сыном до старости и считает его ангелом. Да, и это распространенное явление в России, я бы сказала. К сожалению, нет ничего плохого в любви между мамой и ее сыном, но это too much, как мы говорим по-русски. Да. Вот. И маленький сынок, кстати, ты мне напомнила, сейчас на канале Ю, по-моему, или на каком-то другом канале, где всегда есть какие-то реалити-шоу, там сейчас есть шоу "Маменькин сынок", в котором сыночка-корзиночка и его мама просто выводят из себя его жену или девушку. Да. Да. Я удивлена, как люди вообще смотрят это шоу, потому что зачем смотреть шоу, если можно просто посмотреть на соседа, в окно выглянуть, например. Но, видимо, есть желающие посмотреть. Да, что не сделаешь ради просмотров и рейтингов. Мы уже затронули тему мам и перейдем к следующему выражению. Это бежевая мама. Как ты объяснишь, какая это мама? Да, бежевая мама — это мама, которая следует трендам и моде, и поэтому старается одевать ребенка во всякую бежевую, пастельную одежду. И что людям обычно не нравится, это то, что такие мамы не дают детям выбирать свою одежду и одеваться во что-то яркое и сумасшедшее, как положено детям. Да, радуга бежевой мамы — это просто темно-коричневый, светло-коричневый, бежевый и белый. М. Ужасно, это мой триггер. Меня, просто выбешивает это. И также это популярная эстетика clean girl сейчас. Ну, это когда девушки выбирают натуральные оттенки и, ну, такие же оттенки, как, выбирают бежевые мамы, да, коричневый, иногда, конечно, черный, хоть какой-то контраст, белый и бежевый. И действительно, многим девушкам подходят такие оттенки. Но когда все начинают подстраиваться под этот тренд, даже не анализируя, не знаю, свой внешний вид, свой цветотип какой-то, свою жизнь, это уже становится очень странно. По крайней мере, для меня. И как ты относишься к бежевым мамам, к Clean Girl и всем остальным? Я вообще не люблю крайности. Мне кажется, красиво иногда одеваться в бежевое, а иногда что-то надевать яркое и броское. Поэтому как-то следовать только одному тренду — это немного скучно. Жизнь одна, давайте пробовать разное.
Ну, кстати, я сейчас вспомнила еще одно слово. Оно уже не новое, но до сих пор актуальное. Это такое сленг «я ж мать» или «я ж мамка». И это происходит от фразы «я же мама» или «я же мать». И такую фразу используют мамы, у которых есть дети, и которые сходят с ума от своих детей и считают, что все люди вокруг им должны помогать и уважать их просто потому, что у них есть ребенок. Поэтому «я ж мамка» — это такая мать. Да, сделайте мне скидку, потому что у меня 2 ребенка. Пропустите меня без очереди, я же мама. Да, но, конечно, здесь стоит немного поговорить о российском обществе, потому что, по моим наблюдениям, это сугубо мое субъективное мнение, что, к сожалению, женщина, когда она становится мамой, она становится отрезанной от общества. То есть она не ходит на работу, она остается с ребенком, она весь день дома. В кафе очень часто не пускают с детьми, или другие посетители кафе говорят: уберите отсюда своего ребенка, я хочу здесь отдыхать. И, конечно, она не пойдет ни в какие бары, ей сложно встретиться с подругами также. И послеродовая депрессия вообще отрицается, мне кажется, в нашем обществе. И поэтому все, что они могут сказать, что ну, я же мама, это же моя роль, я добилась чего-то. Но часто, конечно, они злоупотребляют этой фразой, поэтому это стало таким выражением. Я ж мамка, я ж мать и так далее. Да. Да. Мгм. Вообще, мне кажется, можно сказать, что эти слова, новые сленговые, они отражают действительность в России. Люди считают, что в России традиционные ценности, и женщины хотят, чтобы мужчины платили за них на свидании. Отсюда слово «тарелочница». Да, хотя женщины, конечно, сегодня могут заплатить, за свой ужин и за, например, когда девушки ужинают все вместе, да, это не проблема обычно для подруг, решить, кто будет платить или заплатить за подругу, Да. например. И сыночка-корзиночка тоже появилась неспроста, потому что, ну, к сожалению, если не верите мне, посмотрите статистику, но в российских семьях часто ребенка воспитывает, мама и бабушка. Да, если есть дедушка, то повезло. Потому что мужчины очень часто убегают от, ответственности, не хотят ее брать ни за семью, ни за ребенка. И, конечно, как бы ни старалась мама, но ролевой модели в виде мужчины в семье часто нет. И отсюда мы получаем таких нежных мужчин сегодня. Да. Да. И также слово «скуф» тоже произошло не на пустом месте. Часто женщины балуют мужчин. Они и работают, и готовят, и стирают, и убирают, а у мужчины одна обязанность — это работать. И поэтому мужчина расслабляется и перестает ухаживать за собой. Можем ли мы что-то изменить? Я думаю, уже происходят изменения. Многие молодые люди, у них меняется мировоззрение, поэтому мы оптимисты. Да, но в интернете поднимаются эти вопросы сейчас, и вопросы распределения ролей в семье, в паре и так далее. И я рада, что об этом наконец-то стали Да, говорить. я Да. тоже. Итак, какой вопрос недели? Мгм. Вопрос недели. Используете ли вы сленг в своем языке? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами подкаста, получайте скрипт каждого выпуска, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.